Добро пожаловать на занятие по Нагарджуне. Мы начнем с санскритских слов, которые хорошо знать для решения сложной задачи, дальнейшего исследования того особого момента, когда все вам необходимое для того, чтобы что-то произошло, собрано воедино. И то, что вы хотите, вот-вот произойдет. Это точка во времени. Мы здесь в ситуации обсуждали, есть ли хорошее слово в английском языке для этого. У нас было несколько вариантов. Есть такая идиома, мы говорим «все сошлось» или что-то в этом роде, но у нас нет одного слова для этого. На санскрите это одно слово, и это самагрия. Скажите, с- оно есть на экране. Когда причины и условия сходятся воедино, это называется самагрия. Я попытался разделить это слово на части. Верно, Кристина? Это то, что мы обычно делаем. И сама на тибетском тумпо, что значит, что все собирается вместе. Я подумал, я на верном пути. Сама это вместе, значит, гряд должна быть собраться или, возможно, это слово связано со словом grabs, схватить или прийти. А потом я сверился со словарем Мония Вильямс. Это самый лучший словарь санскрита всех времен. И там сказано, что это слово происходит от сам агра. Сам агра. Да, Кристина, как ты только что сказала, агра означает вершина. Например, этапы Джорлам, Трё, Цемо, Сёпа, Чхэкчо. Цемо – второй этап или же город Агра, там, где расположен Тадж-Махал. Агра означает вершина или верхняя точка. Это слово объясняется в словаре Мания Вильямса как сам Агра. Оно происходит от сам и агра. Сам означает полностью и также сходится вместе. А агра означает верхушка или вершина. Думайте об этом таким образом. Вершина готовности или вершина соединения. Потому что все сошлось идеально. Агра. Хорошо? Там говорится, что это слово происходит из этих двух. И обычно это не сходится с моим представлением. Но я думаю, все в порядке. Получается хорошая история, как говорится. Кстати, обсуждение всех этих связанных с санскритом вопросов может быть бесконечным. Многие пытались разобраться на протяжении веков, если находится логичное толкование, которое также рассказывает историю или раскрывает важную мысль, то я принимаю его. Если это поможет моим ученикам запомнить части, я принимаю его. Второе слово, которое я хотела бы, чтобы вы выучили, это пхала. Пхала на тибетском это дребу. Глагольный корень «пхал» означает «плодоносить» или «созревать», когда речь идет о плодах. Это слово также означает «расширяться» или «лопаться», как воздушный шар. И английские слова «full», «полный», «pure», «чистый», «bowl», «мяч», «пур» в словах «Сингапур», «Раджапур». Сингапур означает «полный львов». И потом слово «пура» стало словом, обозначающим город, потому что оно означает «полон людей». Итак, буква П может изменяться на F, R может изменяться на L. И вы получаете слово full, полный. Из слова пхала идея о том, что фрукт увеличивается, пока он не будет готов раскрыться, а затем вы его надкусываете. Это пхала. На санскрите это результат. Эти слова будут легко запомнить. Самагрия. Точка, в которой все сходится воедино. И потом пхала, что означает плод. Кто находится за дверью, может войти, если им интересно. Я думаю, это хасо. И мы подошли к следующему пункту. Мы уже исследовали, присутствует ли каким-либо образом открытие кафе, финальное соединение всего необходимого для открытия кафе. У нас были аргументы за и против. Теперь Чони Лама говорит, что в следующем стихе Нагарджуны вы можете рассмотреть
Фактически мы только что отвергли две возможности, что открытие кафе присутствовало в соединении всего необходимого для открытия кафе. И мы также отвергли возможность, что оно там не присутствовало. Иначе что угодно могло произойти из всех причин, соединяющих воедино. Он говорит, давайте опровергнем возможность того и другого. Что оно там есть и его там нет. Хорошо? Он изменяет формулировку здесь. Он не говорит, возникает ли результат, который уже присутствует в условиях. Он просто говорит, это вообще возможно. Немного другой подход. Мы не обсуждаем, может ли этот результат возникнуть. Мы обсуждаем, имеет ли вообще смысл говорить, что он существует или не существует в момент соединения условий. Окончательная идеальная сборка условий. Самагри. Хорошо, поехали. И как И как вы видите, я всегда, вы можете здесь это увидеть. Интересно, что та версия книги Нагарджуна, которую использовал Чони Лама, слегка отличается от той версии Нагарджуна, которую я нашел в базе данных Джона Брэди в Тенгюре. И здесь у нас, возможно, один из ранних переводов древней индийской книги, который не был выбран. И Цонкапа любит говорить, мне нравится читать те, что не попали в Тенгюру, потому что иногда они лучше, или иногда некоторые из стихов лучше. Вы можете представить, как 50 лет спустя люди будут пытаться выбрать, какой перевод этой книги станет стандартом. Какой бы вы ни выбрали, в нем будут некоторые недостатки, которых не было в других переводах. И то, что у нас тут, если вы настоящий ценитель книг, то у вас есть версия, которая была популярной даже до того, как было принято финальное решение. Есть некоторые интересные различия, и они рассказывают истории. Их неплохо бы изучить, если у вас есть много свободного времени. Но когда люди пишут вам все утро, это маловероятно. Теперь он говорит, давайте не будем обсуждать, присутствует или нет открытие кафе в собрании всего необходимого для открытия кафе, как драгоценный камень в кольце. Давайте не будем смотреть на это с этой стороны. Давайте посмотрим на это с другой стороны, присутствует ли оно предполагаемым образом в том смысле, что опирается на собирание причины и условия. Оно опирается или зависит от собирания. Давайте не будем говорить, что оно вложено в причины и условия. Давайте посмотрим, может ли оно полагаться на причины и условия. Может ли оно опираться на причины и условия? Может ли оно присутствовать в том смысле, что опирается на причины и условия? Не в смысле присутствия оно здесь или того. Это что вложено в причины и условия. А в смысле присутствует ли оно благодаря тому, что опирается на причину и условия. Вот это мы и рассмотрим сейчас. Прошу прощения. Если вы говорите, что результат присутствует, когда все необходимые причины и условия собраны вместе, в том смысле, что он опирается на них, в таком случае он должен быть каким-то образом обнаруживаемым в причинах и условиях. Если бы он опирался на причины и условия, если бы он присутствовал, как, например, стакан, стоящий на столе, тогда он должен быть каким-то образом воспринимаемым в причинах и условиях. Если бы он был необходимым приложением причин и условий, тогда, увидев причины и условия, вы должны были бы каким-то образом увидеть результат, который будет вытекать из причин и условий.
Он должен присутствовать как чашка, стоящая на столе. Он говорит, но это неправильно. Если бы результат присутствовал тогда, когда он опирается на причины и условия или основывается на причинах и условиях, тогда его можно было бы обнаружить правильным восприятием, верно? Мы сказали, что это является определением существования, но это не так. Невозможно, чтобы вы воспринимали фактически действующее кафе, когда есть здание, средства и неприготовленная еда. Вы понимаете, о чем я? Вы не можете его видеть. Его нельзя увидеть в причинах и условиях до того, как оно появится. Так что отбросьте эту идею. Как он собирается действовать дальше? Вы скажете мне, я повторю, что он сказал на данный момент, а вы скажете, что он скажет дальше. Присутствует ли открытие кафе во всех условиях и причинах для его открытия таким образом, что оно опирается или основывается на них? И вы говорите нет. Я спрашиваю, почему? И вы говорите, потому что мы не можем наблюдать его в тот момент времени. Поэтому я спрашиваю, тогда что Нагаджана сделает дальше? Что? Да, они разъединены. Оно не основывается на причинах и условиях. Затем он говорит, Мэна Янг значит, что если результат не опирается на причин и условия, или если он не присутствует там, основываясь на причинах и условиях, это тоже невозможно. Верно? Это те самые нагаджанские варианты. Оба варианта невозможны. Нам нужно... Я дам $100 за тибетское слово. Пхюсампа. Пхюсумпа. О боже. $100 кони. Возьми их у Джигми, когда она вернется, ладно? Она навещает родственников в Калифорнии и из Голландии. Итак, тогда было бы также неверно сказать, что открытие кафе не опирается на причины и условия во времена причин и условий, потому что тогда не было бы необходимой связи между открытием кафе и условиями для открытия кафе, если бы открытие кафе не обязательно зависело бы от этих причин и условий. И в этом случае он говорит, вы могли бы использовать... Покажи картинку, Тим. Вы могли бы использовать кусок угля, чтобы открыть кафе. Вероятно, в Тибете, если вы хотите привести пример какой-то нелепой вещи, которая могла бы быть причиной того, о чем вы говорите, и если бы это не было причиной, как предполагалось, вы бы сказали, я бы сказал, кроличья какашка или что-то подобное. Он сказал кусок угля, досел, который вы никогда не увидите. Досел означает кусок угля. И кусок угля должен готов к управлению. Простите, управлять кафе. Кафе в день своего открытия должны появляться из случайных кусков угля, валяющихся на земле, если бы между ними не было бы какой-то связи. Понятно? Хорошо. С этим мы справились. Слава Богу. Посмотрим, станет ли легче. Вы всегда надеетесь, что станет легче и легче, но это не происходит к тому моменту, когда вы надеетесь, что станет легче. Это уже безнадежно. Если результат открытия кафе не появляется непосредственно из совокупности причин и условий, есть ли вероятность, что он появится косвенно? Я повторю еще раз. Если это не тот случай, когда открытие кафе появляется из объединения причин и условий для открытия кафе, то может ли соединение причин и условий каким-то образом со временем создать открытие кафе? Имеется в виду по прошествии некоторого времени. Существует ли какой-то промежуток, период между собиранием необходимых причин и условий и появлением кафе, в котором мы могли бы купить булочки с корицей?
Главная задача Кони — создать такой же вкус, как для фирменного блюда кафе, используя только полезные ингредиенты. Я просто вижу Джона Брэди как химика, безумного химика, с его, как же называется этот сахар, монфрукт. И он пытается получить вкус булочки с корицей. Шансы не очень велики. Идем дальше. Следующий стих. Когда мы заканчиваем, Тим? Простите. Через полчаса в 5. Отлично. Хорошо, продолжаем. Чтобы понять или оценить этот стих, ты мог бы вернуть стих? Я хочу, чтобы вы оценили одно слово, и это слово «чин». Это второе слово во второй строке, и это второе слово в третьей строке. Чин. Чин. Чин, разумеется, связан со словом «давать». Итак, название первого совершенства из 6 совершенств Бодхисаттвы — Джимпа, что значит «даяние», и пишется с буквой «С» в начале. Но здесь у вас только чин. И это уникальное употребление глагола. Здесь он означает «выдать результат». Это означает «выдать результат». Этот глагол используется, когда речь идет об извлечении лекарств из трав из лекарственных трав. Это называется чин. Вы завариваете травы, и затем они чин. Они дают эту особую, они выделяют эту целебную жидкость. Затем вы выбрасываете травы, из которых вы получили настой. Эти выброшенные остатки трав разрешены монахам и монахиням. Им приходится искать использованные остатки в мусорных баках. Им нельзя носить новую одежду и тому подобное. Они должны жить за счет того, что выбросило общество. Это довольно крутая идея на самом деле. Прочувствуйте это, когда вы говорите о причин и следствии, что будет означать слово «чин». Или вы, когда вы говорите о схождении в одной точке причин и условий, что будет означать слово «чин». Это выдало открытое кафе. Открытое кафе выделилось из лекарств, как лекарство из трав в процессе заваривания. Попытайтесь поместить в свой ум эту концепцию, для которой, возможно, нет конкретного слова в английском языке о причинах и условиях, собирающихся в последний момент, а затем раз — они выдают кафе в день открытия. Понятно? И далее мы поговорим о состоянии причины перед выдачей, во время выдачи и после выдачи. Мы поговорим о состоянии причины и условий, которые собрались вместе после того, как они выдали готовое кафе, или в процессе выдачи готового кафе, или даже после. Я сказал после или до. Итак, если это так, что причина, не знаю, как это сказать, если это так, что причина проявляет свою силу, чтобы произвести что-то, если это так, что причина извергает результат, выдает результат, и потом
изнашивается. Итак, может ли быть так, что как только причины и условия для открытия кафе выдали кафе в день открытия, то они исчерпывают себя? И здесь написано «да». Я имею в виду те деньги, которые вы скопили для открытия кафе в первый день, выдали кафе, и когда и кафе есть, тех денег уже нет. Так ли это, что при прямом производстве результата причина износилась, сама себя исчерпала перед результатом? Или когда? После? После результата? Он спрашивает. Давайте скажем, что сила чин, производительная сила, выдающая сила семени истощается к тому моменту, когда кафе открывается. Давайте скажем так. Это оппонент. Он говорит, послушай, я не понимаю, почему у тебя проблема, Нагарджуна. Когда все деньги, все рабочие, и вся приготовленная еда собрались вместе и выдали кафе в первый день открытия, значит, да, они исчерпали свою силу по определению. Это то, что делает причина. Они изнашиваются, создавая результат. Он говорит, я не вижу никакой проблемы. Это его позиция. А какая позиция у Нагарджуны? Если причина исчерпывает сама себя тем, что производит результат, тогда в таком случае кафе, которое было выдано, и причина, которая выдала его, не могут больше иметь связи, потому что причины сами себя исчерпали, чтобы выдать результат. Причина, которая сама себя исчерпала и, следовательно, перестала существовать, не может иметь связи с кафе, которое открылось. Хорошо, понятно? Если результат каким-то образом должен был установить контакт с причиной, которая исчерпала себя, тогда результат тоже должен был исчерпать себя. Я повторю, если конечный результат каким-то образом имеет связь с семенем или с собранием причин и условий, которые уже исчерпали себя, тогда нечто существующее имеет связь с тем, что больше не существует. И это невозможно. Если причина использует сама себя, чтобы произвести результат, это нелогично, потому что результат никогда бы не мог иметь контакт с причиной, потому что причина бы уже исчезла к тому времени, когда появляется результат. Тогда не существовало бы причины и следствия. И тогда наш кусок угля мог бы открыть кафе, потому что там тоже нет связи. Все, что не имеет связи, могло бы стать причиной открытия кафе. Это то, на что мы действительно надеемся. Хорошо? Да, и дальше он говорит, что другой вариант – это то, что в тот момент, когда результат был выдан, он закончился, потому что он был выдан в результате закончившейся причины. И только вещи одной природы могут касаться друг друга. Так что если причина исчерпывает себя, чтобы произвести результат, тогда если у них есть контакт, если этот конкретный результат мог бы иметь контакт с этим конкретным видом причины, тогда это должно бы быть результат, который исчезает из существования, едва появившийся на свет. Потому что это то, что делает его брат, и они держатся за руки. Я даже не буду показывать картинку. Оставь это, Тим.
И если причина могла произвести результат, прежде чем причина исчерпала себя, так, если бы причина могла произвести результат до того, как она исчерпала себя в производстве, тогда есть проблема, если она исчерпала себя полностью в производстве, потому что тогда результат не будет ни с чем связан. Тогда, возможно, оппонент скажет: знаешь что, большинство причин изнашивают себя, и затем происходит результат. Значит, связь все еще существует, все еще есть какая-то причина, чтобы существовала связь. Если каким-то образом причина исчезла бы раньше него, до того, как результат полностью появился, прошу прощения, давайте скажем по-другому. Если причина исчерпала себя, затем наступил перерыв, а то потом появился результат, это также невозможно. Если причина исчерпывает себя, наступает перерыв, а потом появляется результат, это также невозможно, потому что, например, появление ростка должно было бы возникнуть без присутствия причины. Росток должен был бы появиться после того, как пройдет мгновение, в котором семя уже исчезло. Был быть промежуток. Если бы, если бы окончание результата и окончание причины существовали по своей природе, если бы завершение причины и завершение результата существовали со своей собственной стороны, тогда полагание результата на причину, эта связь должна была бы существовать по природе. Йона, если бы связь между результатом и причиной существовали бы по природе, тогда результат мог бы произойти без причины. Если бы связь существовала по природе, потому что тогда результат существовал бы по природе, а существование по природе подразумевает, что вы не зависите от какой-то другой вещи. Поэтому нелогично говорить, что причина исчерпала себя, а потом наступил результат после того, как причина себя исчерпала. Почему? Потому что в таком случае время исчерпания причины и время исчерпания результата должны происходить одновременно, потому что они связаны. Одно должно присутствовать, когда присутствует другое. Есть ли связь между причинами и следствием? Да. Должно ли присутствовать одно, когда присутствует другое? Да, невозможно иметь связь, если два человека не находятся в комнате вместе. Изнашивается ли причина себя в этот момент? Да. И результат также изнашивается. Поэтому в последний момент, когда причина делает свое дело, результат исчезнет. Почему? Они держатся за руки в одной комнате. Не может быть, чтобы причина исчезла и затем появился результат, потому что не с кем было бы держаться за руки. Так что если дело обстоит так, что причина изнашивает себя, чтобы произвести результат, тогда результат должен был бы изнашиваться одновременно с тем, как изнашивается причина. И они оба должны исчезнуть из существования в одно и то же время. Отлично. Теперь кое-что попроще. Я обещаю. Вся структура этой главы такова, не знаю, помните ли вы, потому что это было давно, происходит ли идеальное объединение, собирание причин и условий до появления результата, или каким-то образом одновременно с появлением результата, или каким-то образом сначала появляется результат, а потом они объединяются.
3 возможности, верно? Переходим ко второй возможности. Какой именно? Они происходят одновременно. Собирание причин и условий для открытия кафе происходит одновременно с открытием кафе. Давайте посмотрим на этот пазл. Кстати, мы только что установили, что они не могут объединиться до того, как кафе откроется. Теперь мы посмотрим, возможно ли, чтобы они происходили в одно и то же время. Простите. Простите. Если бы дело обстояло так, что результат открытия кафе появился одновременно с поступлением окончательного платежа по кредиту, то причина, выдающая результат, и результат, выданной причиной, должны быть одновременными. Так, если бы собрание причины и условий открытия кафе каким-то образом пересекались, тогда невозможно было бы разделить причину и следствие. Не было бы четкого различия между тем, что открывало кафе, и открытием кафе. Если это так, что собирание причин и условий происходит одновременно с появлением результата, если вы говорите, это было бы невозможно, было бы неправильно утверждать, что кафе открывается в тот момент, когда все, что вам нужно для открытия кафе, наконец-то собралось вместе. Почему? В этом случае они должны быть одновременными: открытие кафе и завершающий момент сбора всех вещей, необходимых для открытия кафе, должны были бы происходить в одно и то же время. Наверное, за день до открытия кафе. Верно? И это неверно, потому что нет таких случаев, когда вещь, которая производит результат, и результат, который производится этой вещью, являются одновременными. Всегда есть последовательность во времени. Вначале происходит причина, а затем результат. Это не так, что они могли бы быть одновременными. Ладно. Какова третья возможность? Для меня она самая интересная. Да, причины и условия для открытия кафе происходят после того, как кафе открылось. И на что мы надеялись? Это то, о чем мы молились, невзирая на логику. Хорошо, идем дальше. Если перед тем, как причины и условия, которые в конце концов сходятся вместе, если бы кафе открылось, прежде чем причины и условия были готовы, тогда результат должен был бы произойти без причины. Если кафе могло бы открыться до того, как мы получили все деньги, продукты и все такое, тогда у вас был бы результат, который не имеет причины, на что мы и надеемся. Теперь он переходит в школе Абхидарма. Я подумал, что вам будет интересно. Он переходит к Абхидарме. Я думаю, что нам будет интересно туда пойти. Итак, приступим. У них есть особая идея, и я считаю это отражение идеи школы Санкья. Результат объединения причин и условий вместе может
Я должен подумать об этом. Утверждение, что причины и условия для открытия кафе сошлись вместе, позиционируется на открытии кафе. Следовательно, открытие кафе произошло раньше, чем произошли причины и условия открытия кафе. Это существует как будущий факт или что-то подобное, что является предметом больших дискуссий в буддизме. Если все необходимые причины и условия присутствуют, можете ли вы хоть как-то помешать открытию кафе? Возможно ли помешать открытию кафе? И мы бы сказали нет. Ясно? О каких причинах и условиях вы говорите? О причинных условиях для открытия кафе? Являются ли они причинами и условиями открытия кафе? Да, так что кафе должно открыться, поскольку есть причины и условия, потому что они являются причинами и условиями для открытия кафе. Открытие кафе обладает этими причинами и условиями. Следовательно, причины и условия должны произойти после открытия кафе, потому что мы не можем называть их причинами и условиями для открытия кафе, если нет самого открытия кафе. И это правда. И это напоминает о древнем примере, который упоминался в курсе ICI-1 про аналогию с Копьем, когда солдаты возвращались домой после целого дня сражений. Они садились за трапезу после того, как ставили свои копья, складывали их вместе в треногу. Это древний пример. Они приходят домой после тяжелого дня сражений, они собираются присесть и поесть пиццы, и они складывают свои копья. Они ставят копья острием вверх, чтобы они опирались друг на друга наподобие треноги. И это для того, что если вдруг внезапно враги придут за пиццей, они могли бы быстро схватиться свои копья и начать протыкать людей. И есть еще аналогия, комментарий по Бонка Римпоче к тексту «Три главных пути», который, я уверен, вы помните из курса ATI-1. Там говорится о том, что это правда, что результат зависит от причин, но и причина в равной степени зависит от результатов, потому что они не могут называться причинами, пока не появился результат. Нельзя назвать инвестиционные деньги открытия кафе инвестиционными деньгами для открытия кафе. Их нельзя назвать причиной для открытия кафе, пока кафе еще не открыто. Потом вы можете сказать, что это причина, потому что иначе не будет открытия кафе, которое имело причину. Понятно? Это не может быть причиной для открытия кафе, пока не состоится открытие кафе. Только когда кафе открыто и есть результат, можно сказать, что у этого была причина. Пока кафе не открылось, это просто что-то, что происходит. Нет второй половины. Как только вторая половина завершится результат, тогда деньги, еда, усилия розы, их можно называть причинами, но только после появления результата. То есть они как бы двигаются в том направлении. Кто последователь Абхидхармы? Итак, в этом смысле открытие кафе существовало в процессе собирания его причин и условий, и иначе вы не могли бы назвать их условиями для открытия. Должно было произойти что-то вроде открытия кафе, чтобы назвать эти вещи причинами и условиями для открытия кафе. Затем мы говорим: «Эй, это глупо». Джон Брэди единственный, кто сомневался в этом. Вот теперь он прав. Это не так. Если бы результат открытия кафе каким-то образом присутствовал до того, как причины и условия наконец-то сошлись воедино, этот результат уже больше не полагался бы на те причины и условия для своего существования.
Если бы открытие кафе существовало во время этих причин и условий, тогда мы могли бы сказать, что открытие кафе не зависело от этих причин и условий, потому что оно было бы еще до того, как они могли начаться. И если они происходят одновременно, то нет зависимости. Хорошо? В этом случае возможно открытие кафе до появления причин и условий. Где же здесь причинно-следственная связь? Потерпите, хорошо. Не говорите, это уже глупо, я лучше пойду на Ламрим или еще куда-нибудь. Не думайте так. Сопротивляйтесь этому, что самое худшее может случиться. Мы говорим об этом сегодня. Вы родитесь в мире, где не будет буддизма, но вы будете единственным, кто все понимает. Это самое худшее, что может случиться. Хорошо. Является ли причина и ее результат одним и тем же? Или причина и ее результат – это разные вещи? Это старые. Вы можете сказать: «О, это же книга Утпалы». Мы уже знаем ответ на это, но не помним. Хорошо. Правда ли, что быть причиной значит быть результатом? Или правда в том, что быть причиной значит отличаться от результата? Вот в чем вопрос. Мы рассмотрим первую возможность. Верно ли, что быть причиной значит быть результатом? Вот стих. Это интересная концепция. Она называется пхова. И есть другое значение слова пхова, но оно похожее, можно так сказать. Кто-то подходит и говорит, как это лучше выразить? Причина превращается в результат. Вы не должны говорить о том, что причина начинается, останавливается, и потом результат или начинается, или останавливается, или каким-то образом пересекается. Так говорить не нужно. Причина превращается в результат, что вполне разумно, верно? Итак, в текстах Нагарджуна это называется пхова. Пхова обычно что значит для нас? Смена жизни. Да, вы меняете жизни, принимаете другое перерождение, так? Вы перемещаетесь из одного перерождения в другое. И здесь он говорит про идентичность причины, переходящую в идентичность результата, но это одно и то же. Это человек, который был Бобом и превратился в Джона. Но это один и тот же человек. Результат – это причина в другой одежде. Причина сменила штаны, и это называется результатом. Но это все равно причина. Она просто сменила штаны. Хорошо? Это интересная мысль. Давайте посмотрим, что говорит Нагаджина. Мы успеваем? Время, Тим. Время, Тим. Время. Еще 5 минут. Давайте посмотрим, сколько мы еще сможем сделать. Мне это не нравится. Итак, вы хотите сказать, что причина останавливается, а затем превращается в результат. Вы это имеете в виду? Причина заканчивается, а затем переходит в результат и как бы меняется. Это то, что вы имеете в виду, когда говорите «пхова»? Это то, что вы имеете в виду, когда говорите «движется», превращается в результат. Вы это хотите сказать? И оппонент говорит «да». А потом он говорит, ну это звучит. Можно показать это на экране, это очень мило. Второе, да. Это прекрасный пример. Дёкар означает древние санскритские и тибетские драмы, которые разыгрывались на маленькой сцене, как греческие комедии и трагедии.
Декар значит сценическая постановка, как, например, классические греческие трагедии. Это называется декар. Декархен означает актер в одной из таких пьес. Итак, давайте возьмем актера в одной из таких пьес. Вы хотите сказать, что когда причина производит результат, это как если бы актер играл одного персонажа в первом акте, а потом побежал за кулисы, переоделся и вышел во втором акте и сыграл другого персонажа. Это прекрасный пример, потому что он как бы... Это картинка, которая есть у нас, когда он описывает Пхова, верно? Причина надела другие штаны и стала результатом. Это же та же самая идея. Все то же самое, по сути, надел другой наряд, вышел как другой персонаж, но это тот же парень. Причина, результат– это одно и тот же парень в разных костюмах, в разных актах пьесы. Это то, о чем вы говорите? Получается, что причина просто меняет свой внешний облик и становится результатами. Так? Так вы говорите, что появился новый результат или нет? Это интересная идея. Если результат– это сила причины, переодетая в другую одежду, то причина на самом деле не изменилась в своей сути, она просто надела новую одежду. И в этом случае то, что было в 3:00 часа, все еще там в 3:01. И в этом случае это такпа. Что это значит? Неизменяющаяся. Это неизменяющаяся функционирующая вещь, и это слово из 4 букв. Я подумала слово фиксированный. Фиксированный? Это зафиксировано. Да, можно сказать зафиксированный. Но знаете, в классическом буддизме это почти как сказать плохое слово. Когда вы говорите, эта вещь делает что-то, но делая что-то, она не меняется. Это абсолютно запрещено во всем буддизме. Если вы собираетесь показать причину, сказать, причина– это результат в разных одеждах, то вы говорите о причине и следствии, где ничего не меняется. Это просто невозможно. Это полностью противоречит всему буддизму. На этом мы остановимся, потому что у всех уже болит голова. О, еще одна строчка. Другой вариант. Причина, которая меняет свою одежду и становится результатом, продолжала бы менять свою одежду, и тогда это была бы бесконечная регрессия. Это называется тукме па. Эта идея в буддизме, это что одна и та же вещь просто. Нет причины, почему не должно бы продолжаться снова и снова бесконечно. Например, семя персикового дерева создает персиковое дерево, затем оно создает другое персиковое дерево, и оно создает другое персиковое дерево и так далее. Потому что все одно и то же семя в разных одеждах. Хорошо, где мы сейчас? На следующем занятии будет очень интересное длинное обсуждение 7 различных возможностей того, как причина готовится вызвать результат. То есть у нас будет 7 различных идей о том, как причина разминается, чтобы произвести результат. И там будет очень интересное обсуждение всех возможных вариаций того, как причина разминается, чтобы произвести результат. И на что это похоже? Мы рассмотрим 7 различных вариантов, все они невозможны. Все 7 возможностей невозможны. Это будет следующей темой. Чтобы подготовить вас, давайте я сделаю здесь пометку. Я хочу дать вам надежду. Это приведет нас к
в 21 главе. После этого мы рассмотрим другую тему. Так что держитесь. Мы поговорим о 7 различных способах, с помощью которых причина разминается, чтобы произвести результат. И тогда мы закончим эту главу и перейдем быстро к следующей. Хорошо. Увидимся на следующем занятии.